Попался? Который кусался, а? Скажи всем привет. Всех приветствую, друзья. Всех владельцев ягтерьеров и тех, кто только что собирается заводить данную породу. Немножко порассуждаем сейчас на эту тему. Стоит ли вообще ее заводить? Что вас ждет впереди? Какие плюсы, какие минусы? Какие проблемы могут возникнуть вот с этой мордой? Засранец, а? Начну конкретно на своем примере, исключительно из своего опыта. У меня отец опытный охотник со стажем. Всю жизнь у него были ягтерьеры. Я маленький ходил с ним на охоту. Было порядка 10 ягтерьеров. Некоторые трагически погибли. Об этом чуть позже. Я себе сказал, когда вырасту, обязательно заведу себе ягтерьера. Вот, собственно, друзья, я и вырос. Настал такой момент, когда я стал приобретать данную собаку. Отец мне сказал: сынок, ты не знаешь, с чем ты сталкиваешься. Ну, мне-то насрать на все было. Все справлюсь, папа, все хорошо. Никаких проблем, не переживай. Никого не слушал, купил. Ну, собственно, потом я уже понял, с чем я имею дело. Сейчас просто говорю моменты личные своего опыта. Что, с чем в первую очередь придется столкнуться. Взял я его 3 месяца. Изначально на первом этапе, друзья, нужно показать, кто из вас будет главный, ты или он. Если этого не сделать на первой стадии, слушаться будете вы его, а не он вас. Это первый момент важный. Все это, в принципе, психологически относится к воспитанию собаки. Далее, в маленьком возрасте уже нужно приучать сразу к стандартным основным командам. Это табу, то бишь запрет, нельзя. И ко мне. Это вот 2 основные важные команды, которые в дальнейшем пригодятся, если их приучить свою собаку к этому. Могут потом возникнуть проблемы некоторого рода. Дайте понять собаке, что вы главный, что вы его друг и защитник. Тогда вот это вот чудо, он отдаст жизнь за вас, он будет до конца с вами, будет предан только вам. В огонь и в воду, и куда угодно, даже когда будет конец света. Да, малыш? Многие заблуждаются в плане того, что приобрев данную породу, думают, что все у них будет отлично, никаких проблем не будет. Что собака вырастет, будет работать, что собака будет слушаться. Многие заблуждаются, потому что это не так абсолютно. Не будешь заниматься, ничего не выйдет из этого. Это я уже прошел через это. Третий момент. Собака должна жить в вольере, ни в коем случае не на цепи. Это очень важно. Это просто категорически вот мое мнение. Ягтерьер на цепи — это уже не ягтерьер, это раз. Это будет очень злое животное, которое будет применять ко всем агрессию. У него будет одно желание — только разорвать всех. Это уже будет только снаружи ягтерьер, внутри это будет тупо злая собака. Многие спросят, почему ягтерьер? Такой вопрос трепещущий, важный. Ответ прост. Это мощь, это сила, самое главное — отвага, бесстрашие.
это крупные плюсы, но в то же время это огромные минусы. Почему? Объясню. Дело в том, что у Яги отсутствует страх. С одной стороны, вроде бы хорошо, но для меня собака в первую очередь это друг, а потом уже все остальные его возможности в плане охоты и сторожевых качеств. Идем мы на охоту, как практика показывает, в большинстве случаев из-за ошибки хозяев экстерьер погибает в той же схватке. Почему? Да все потому, что нет у него страха. Хоть ты кабан, хоть ты лось, хоть ты барсук, любое существо, которое в десятки больше его по размерам, собственно, это его и губит по ошибке владельцев. Об этом чуть позже. Основные, очень уязвимый, маленький, компактный, очень сильный, не уступает ни одной собаке. Это чисто мое мнение. Да? Жичара. Мощная хватка, мертвая хватка, скорость. Очень мощные грудные мышцы. Очень уязвим. Проворлив. Ну, силен в конце концов. Основные, конечно, это бесстрашие. Хотя в этом тоже есть свои минусы. Столько нужно на начальном этапе вложить в эту собаку как морально, так и физически, чтобы в дальнейшем не было с ним никаких проблем. Ему надо дать большую часть себя. Большую часть себя — это больше, чем своей жене. Если у кого-то есть семья и дети, это тоже могут быть проблемы. Вот из-за этого засранца, потому что чтобы из собаки вышел толк, на это нужно время, силы, нервы и деньги. Это не просто какая-то шавка. Это, мать его, екатерьер. Поэтому очень важно на начальном этапе заложить все силы, чтобы в дальнейшем собака просто слушала и работала в нужном русле, в нужном направлении. Тоже в плане домашних животных. У кого есть куры, там индюки и так далее, неважно, птица какая-то. Тоже закладывать с самого начала, чтобы просто-напросто нахуй передушит всех. Перегрызет, тоже будет убыток. Потому что инстинкт хищный, убить, придушить, разорвать его, собственно говоря, никуда не деть. Очень тяжело контролировать Ягу. Поэтому закладываем на начальных этапах все нужные качества для данной собаки. В плане семьи очень хорошо относится ко всем членам семьи. Авторитет у вас будет один, это вы. У меня 2 детей, к ним отлично относятся. Жена всех охраняет. А почему не лайка? У меня у отца лайка. На старости лет взял. Потому что вот с этим чудом уже нет ни здоровья, ни сил, ни времени, денег заниматься. Почему не лайка? Вот она тупо заебла лаять. Целый день гавкает. В плане соседей это очень тяжело как бы. В плане отваги и мужества он не уступит ни одной собаке. Вот кто бы со мной пусть не согласится, ни одной собаке он не уступает. Это просто универсальная машина. Заводчикам прям вот низкий поклон в плане такой вот разработки немецким. Но опять же, если его не поставить на место, сразу не заниматься, потом будет ой как не сладко, друзья. Что касается бесстрашия,
есть серьезные противники в плане зверей, там барсук. Это очень серьезный противник, поскольку яга ни хрена не боится. Очень есть риск потерять свою собаку, поэтому охотиться надо с умом, ходить в лес тоже надо с умом. Не так, чтобы, да, некоторые там, да, хуй с ним там, получил травму, другую заведу, там, собака погибла, другую заведу. Сейчас тоже нынче у нас все дорого, медикаменты дорого. Зачем это все надо? Иногда надо лишний раз подумать башкой, прежде чем калечить свою собаку. Да, возможностей у него хоть отбавляй, но, как же я уже говорил, в первую очередь друг. Поэтому, чтобы избежать вот этих всех лечений, ну, это лично вот моя позиция. Что касается енотов, лис и всей прочей шушеры, подходя куда-то там к норам или еще куда-то, прям смело спускайте. Эти животные ничего никогда ему не сделают. Кабаны могут. Барсуки. Очень серьезный соперник барсуки. Здесь нужно быть очень осторожным. Не страшны ему ни морозы, ни жара, ни снег, ни дождь, ни огонь, ничего. Это вот тоже огромный плюс. Сиди место. Самое главное на раннем этапе поставить егошний характер на место. Конечно, все яги будут отличаться. Кто-то холерик, кто-то меланхолик. Ну, кто понял, о чем я говорю. Мышцы какие, грудина какая, а? Зубище. Лежи место. Давай. Надо тебе сучечку привезти. Эту балдату вылазит каждый день. Так что, друзья, вопрос спорный. Заводить, не заводить. Конечно же, я ни капельки не жалею, что завел этого монстра, на мой взгляд. Сложная собака, очень сложная. Очень много надо уделять времени, сил, как физических, так и моральных, финансовых средств. Слава богу, самый ранний период мы прошли, все команды изучили. Об этом чуть позже и тоже в других роликах. Собака меня радует. В первую очередь это мой друг. Очень много затрат в плане всяких прививок, постоянно лекарства, клещи. Очень много проблем. Ну, по крайней мере, для меня это очень важно. Я как бы отношусь к этому серьезно, поэтому и говорю, что тут чуть-чуть, там чуть-чуть. И выливается это все у нас в копеечку. Ну, не дай бог, что случится, потом морально будет очень тяжело. Если не дай бог, вот его не станет, и я с ума сойду теперь. Теперь точно с ума сойду без него. Без этого засранца. Табу. Табурей. Табу сказал. Всегда надо контролировать. Его вот этот запал может потом чревато обернуться. Полный контроль над собакой. Воспитание — это очень тяжело. И никогда не давать слабину. Вы всегда должны оставаться лидером в его глазах. Это очень важно. И тогда он с вами навсегда. Верен и предан будет просто на 100%.
В общем, то, что говорится, то, что собака лучше, это как бы бесспорно, но, друзья, проблем с ним будет хватать достаточно, поэтому, в принципе, на этом все. Как я и говорил, на ранней стадии дайте понять собаке, что вы лидер, маленечко егошний характер поджать и начинать с самого раннего возраста основные команды ко мне. И команда запрета, иначе тоже потом может... Ну а еще команда апорт, конечно, очень важная, потому что, ну, что касается уток, что касается в плане охоты, убили вы утку, и потом вы заебетесь просто за ним гоняться вместе с этой уткой. То ли вы в прятки играете, то ли вы на охоте. То есть вот такая ситуация может быть. Очень сложная собака, сложного характера. Ну а так, конечно, он будет преданный, отважный, сильный, как я и говорил. Что, в принципе, может быть чревато, если это не контролировать. Всем желаю удачи, здоровья вашим питомцам. Занимайтесь, цените, любите и уважайте своих злыдней. Всем пока-пока. Ну, будь здоров. Скажи пока, Рэй. Ты баловник. Ты баловник.